Всем привет! Сегодня будем собирать вот такой интересный камин, который находится в ливинг-зоне. Интересен он как минимум по двум причинам. Во-первых, он прерывается, и сквозь него проходит мебель. А во-вторых, он висит на очень слабой стене, и при этом облицован тяжеленным порцеланатом. Поэтому внутренняя конструкция у него очень мощная и необычная. А вот такими были наши стены до того, как мы приступили к работе. В принципе, такой угол есть, наверное, в каждой квартире, и из него можно сделать что-то красивое. Как это у нас частенько бывает, эскиз нарисован прямо на стене. Сам по себе камин представляет большую панель от потолка и визуально до пола, с вырезом под электрическую вставку. На самом деле камин имеет отдельный подиум в продолжении основного корпуса. И вот в этом разрыве между подиумом и корпусом проходит мебель. По ширине камин 1,20 м с плиткой и отступ от стены 350 тоже с плиткой. Внизу высота подиума 15 см от пола и высота просвета около 35 см. Итак, делаем разметку по стенам и по потолку. Так как линии у нас идут для профилей, то учитываем толщину и облицовки, и гипсокартона. По центру, там где у нас электрическая вставка, делаем разметку согласно корпусу камина. С необходимыми отступами, разумеется. Учитываем и то, что кое-где у нас обшивка из гипсокартона двухслойная. Основная разметка готова. Сразу по всем линиям периметров мы можем закрутить направляющие профиля. Обычно это УДшки, но в нашем случае кое-где и силовые ЦДшки, согласно выбранной схеме сборки. С количеством дюбелей мы не стеснялись, потому что основная стена сделана из пеноблоков. Следующий этап. На левый торец корпуса камина прикручиваем боковину из гипсокартона. Это дает нам хорошую поверхность для дальнейшей горизонтальной и вертикальной разметки. Просто удобнее вшивать каркас по линиям, чем ловить профиля в воздухе по трем направлениям сразу. По разметке на гипсокартоне прикручиваем направляющие профиля на 25-е саморезы. Между собой и к периметру на стенах они прикручены саморезами по металлу. Нижний профиль на подиуме к плитке мы приклеили на двусторонний скотч. Собираем каркас для нижней стороны внешнего корпуса камина. Готовый каркас зашиваем гипсокартоном. И у нас сразу появляются границы нашей основной конструкции. Теперь приступаем к сборке силовой схемы внутри этого короба. Здесь у нас будет несколько ребер жесткости. Собраны они будут по принципу фермы и расположены так, чтобы держать большую вертикальную нагрузку. Первые два усилителя расположены справа и слева от той ниши, куда вставляется электрическая вставка. Собственно, они являются ее стенками. Усилитель собирается из CD-шек. Сначала вертикальный профиль и несколько горизонтальных перемычек. Они закреплены саморезами по всем 4 концам. После того, как вертикальный профиль с помощью горизонтальных перемычек будет выровнен в одну плоскость с передней частью короба, устанавливаются косые растяжки. Под нагрузкой такие растяжки работают на сжатие и на упор в стену. Здесь вот можно посмотреть поближе, как они закреплены снаружи и изнутри. В принципе, здесь больше ничего нет, и эта сторона готова к обшивке гипсокартоном. Один усилитель справа от каминной вставки собран полностью, и на его обшивку можно продлить профиля настенного периметра. А с левой стороны внешняя часть большого короба собрана по такому же принципу, только из направляющих профилей.
Тоже растяжки, также скручены на саморезы по металлу, по всем 4 углам. Зашивать гипсокартон здесь не надо. После этого соберем еще один вертикальный усилитель, который является левой стороной ниши для каминной вставки. Конструкция опять же из силовых профилей, и вот она уже обшивается гипсокартоном на всю высоту. Так же как и с правой стороны, на зашитый гипсокартон продлеваем настенный периметр. Затем собираем каркас для нижней и верхней стороны ниши. Каркасы верхней полки и нижней отличаются по монтажной схеме. Сверху это обычные УДшки и перемычки из СДшек, потому что это не нагруженная конструкция, а снизу это опорная поверхность для камина. Поэтому здесь чуть более мощные профиля. После всех манипуляций с каркасом по выравниванию обшиваем верх и низ каминной ниши гипсокартоном. После этого собираем еще 2 усилителя по центру камина. Здесь тоже использованы ЦДшки в виде переднего силового профиля, но растяжки сделаны по другой схеме. Во-первых, это направляющие профиля. Во-вторых, идут они не в одну сторону, а зигзагом. Горизонтальные перемычки тоже из УДшек. Они держат края силового профиля для того, чтобы большой короб спереди сохранял одну ровную плоскость. Вот так выглядит каркас готовых внутренних усилителей. Здесь тоже будет гипсокартон по одной стороне. Гипсокартонная обшивка здесь несет такую вспомогательную функцию в дополнение к железному каркасу. Она просто распределяет нагрузку на настенный профиль. По наружной стороне верхней обшивки мы прикрутили еще одну полоску гипсокартона. Это нужно для того, чтобы увеличить зазор от обшивки гипсокартонной до стенок самой каминной вставки. Вот теперь большой короб конструктивно готов к тому, чтобы гарантированно выдерживать большую вертикальную нагрузку, да еще с большим запасом прочности. Прикручиваем гипсокартон и вырезаем отверстие под камин. Здесь ничего сложного нет, просто помним, что порцеланат это тяжесть, и поэтому саморезов здесь раза в 2 больше, чем обычно. Основная часть конструкции готова. Остался подиум. По сути дела, это продолжение камина, а по факту это та его часть, которая находится снизу под мебелью. Здесь на полу уже установлена плитка, поэтому сверлиться мы не будем, и нижний профиль периметра приклеим на скотч. Собираем обычный каркас на перемычках. Здесь ничего сложного нет. Хотя каркас тут и обычный, но вот обшивка верхней стороны подиума из 2 слоев гипсокартона. Это своего рода резерв для подгонки мебели. Ну вот, в принципе, по гипсокартону и все. Меня иногда спрашивают насчет плитки, какая была использована. Вот здесь как раз она стоит, можете посмотреть размеры и производителя. Именно эта плитка размером 60 на 120 в количестве 4 штук пойдет на облицовку камина. Промежуточный вариант. То есть, когда уже есть плитка и отделка, но еще нет каминной вставки и мебели. Но уже все выглядит достаточно красиво. А это уже реальный интерьер с работающим камином и установленной мебелью. Кстати сказать, в первом варианте камин был сплошной до пола, а мебель его обходила по кругу. Но эта концепция, когда мебель проходит сквозь камин без потери объема, намного более функциональна и интереснее смотрится. На этом наш сюжет заканчивается. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в следующих видео.